Такой рецепт Наполеона вы еще точно не пробовали. Как жаль, что я не догадалась об этом способе раньше. А вы любите Наполеон? Думаю, мало среди нас тех, кто не любит этот вкуснейший торт. И сегодня готовим очень вкусный ленивый Наполеон без выпечки всего за 15 минут. Никакой возни с тестом и раскаткой коржей. Все быстро и гениально просто. Как вы любите, друзья? А если вы любите Наполеон, напишите в комментариях «Хочу Наполеон». Чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. А также, если любите готовить и вкусно покушать, подпишитесь на наш канал. Новые видео выходят 2 раза в неделю. Для рецепта нам понадобятся вот такие ингредиенты. Состав я также оставлю в описании под видео. Готовьте на здоровье. Сначала приготовим крем. И, честно говоря, кроме крема, нам по сути больше ничего не придется готовить. В кастрюлю насыпаю 200 грамм сахара. Это 1 стакан сахара с горкой. К сахару добавляю 70 грамм крахмала. Я люблю использовать для крема кукурузный крахмал. И также добавлю 2 пакетика ванильного сахара, это 2 чайных ложки. Тортик получится довольно большого размера, поэтому беру побольше ванили. Тогда аромат у крема получится просто божественный. Все хорошо перемешиваю при помощи венчика. Сюда же разбиваю 4 яйца. Яйца беру среднего размера. Перемешиваю яйца с сахаром и крахмалом. Вот так у вас должно получиться. Видите, все хорошо смешивается в однородную массу. И теперь понемногу вливаю молоко. Перемешиваю. У меня здесь литр молока. Если молоко добавлять постепенно, то комочки в креме не образуются. Готово. Ставлю крем на плиту, включаю средний или маленький нагрев и варю заварной крем для Наполеона, пока он не загустеет. В процессе варки постоянно помешиваю венчиком или ложкой, иначе если крем не мешать, он может подгореть, поэтому буквально 5 минут придется провести у плиты. Но поверьте, это самое сложное в этом рецепте, друзья. Когда крем закипел, я даю покипеть ему буквально полминутки, тогда в готовом креме не будет крахмального привкуса. Готово. Снимаю с огня и сразу перелью в большую миску, это для того, чтобы крем побыстрее остыл. А для того, чтобы крем остыл еще быстрее, я беру другую миску, наливаю в нее холодную воду, можно туда еще лед положить или, например, взять из морозилки какой-нибудь пакет с заморозкой и прямо сюда же в миску его кинуть. И таким образом крем остынет буквально за 10-15 минут. Пока остывает крем, мы займемся коржами для нашего быстрого ленивого Наполеона. И сегодня я предлагаю вам попробовать самые гениальные коржи. Вместо коржей у нас будет обыкновенный тонкий лаваш. Беру упаковку лаваша, в моей упаковке 3 листа, а вес лаваша ровно 300 грамм. Разрезаю каждый лист лаваша пополам. Можно разрезать еще раз пополам. Это зависит от того, какого размера вы хотите приготовить готовый тортик. И все, что нужно, это немного подсушить листы лаваша в духовке. Для этого раскладываю их на решетке и отправляю в духовку на 5-7 минут. Температура 180 градусов. Наверное, лаваш можно и не подсушивать в духовке, но благодаря запеканию он приобретает приятный ореховый вкус и действительно становится похожим на коржи настоящего Наполеона. Вот так лаваш подсушился, немного подрумянился, достаю его из духовки и оставляю коржи остывать. Как раз заварной крем уже хорошо остыл, осталось только добавить в крем взбитые сливки или сливочное масло. Я беру 200 грамм холодных сливок и взбиваю в крепкую пену. Сливки обязательно нужно хорошо охладить, так они быстро, легко и без проблем взобьются. Жирность моих сливок 33%. А если, например, у вас нет возможности купить сливки или вы их просто не любите, вы можете взять вместо сливок сливочное масло, взбить его миксером до пышности и смешать с кремом. Вот до такой консистенции мы взбиваем сливки. И теперь добавляю взбитые сливки к крему и перемешиваю. Крем готов. Посмотрите, какой он нежный, гладкий и однородный у нас получился. Можно уже собирать Наполеон. Корж из лаваша смазываю кремом.
накрываю другим коржом и так чередую, пока не соберу весь торт. Приготовь, поделись, подпишись. Если у вас некоторые коржи лаваша немного выгнулись, вы можете просто придавить их рукой, неважно, если даже корж треснет, зато он ровненько ляжет и его легко можно будет намазать кремом, он быстро и хорошо пропитается. И когда я собрала тортик, чтобы он еще лучше и быстрее пропитался и получился красивой формы, я положу на него разделочную доску. Сверху придавлю небольшим грузом и уберу на пару часиков в холодильник. За это время он очень хорошо пропитается. Но главное, чтобы груз был не слишком тяжелым, иначе если груз тяжелый, он выдавит из торта весь крем. И пока тортик пропитывается в холодильнике, я подсушила еще парочку листов лаваша, чтобы обсыпать верх тортика. Я подержала коржи чуть дольше в духовке, чтобы они хорошо зарумянились, стали вот такого красивого цвета и с приятным ореховым ароматом. И обычной скалкой я раскатываю коржи. Посмотрите, какая замечательная крошка для обсыпки получается. Достаю торт из холодильника. И для того, чтобы обсыпать торт крошкой, нужно смазать его поверхность и бока остатками заварного крема, либо взбить еще небольшую порцию сливок. Вот так. И обсыпаю бока и верх торта крошками из коржа. Конечно, если вы торопитесь, то можно дать торту настояться в холодильнике всего пару часов. Но если у вас есть время, то лучше дайте ему пропитаться в течение ночи, тогда он будет просто нежнейший. Мой Наполеон получился размером 20 на 17 сантиметров. Я нарезала его большими кусочками. Конечно, можно нарезать и на более маленькие кусочки. Все по вашему вкусу и желанию. Сверху торт можно посыпать грецкими орешками. Получится тоже очень вкусно. И видите, я сделала его довольно высоким, поэтому крема приготовила специально побольше, чтобы хорошо пропитать кремом каждый корж. Потому что я очень люблю пропитанные торты и совсем не люблю, когда коржи сухие. Друзья, это просто отличный и ленивый быстрый рецепт Наполеона. Когда у вас мало времени и нет времени полдня стоять у плиты, раскатывать коржи для классического Наполеона, этот рецепт станет для вас палочкой-выручалочкой. Так что обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. Коржи полностью пропитываются кремом, вкус лаваша совсем не чувствуется, а чувствуется только невероятный вкус и аромат ванильного заварного крема. По вкусу очень напоминает мороженое пломбир в вафельных стаканчиках. Помните такое, да, друзья? Выглядит ну просто потрясающе. Так что обязательно приготовьте такой вкусный, быстрый и ленивый тортик, обязательно нужно попробовать. Друзья, если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Всем приятного аппетита, вкуснейшего Наполеона! С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!